Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня будем готовить выпечку. Очень быструю, очень простую, очень вкусную. Вы только посмотрите, какая прелесть! Это рогалики с абрикосовой начинкой. Как сделать так, чтобы начинка не вытекала? Этим секретом я обязательно с вами поделюсь. На вкус рогалики необыкновенные. Тесто песочное, рассыпчатое, а ингредиентов в нем минимум. Готовить очень быстро, справиться с этим рецептом даже школьник. Давайте скорее приступим. В тазик или в чашку нужно просеять 400 грамм пшеничной муки высшего сорта. Муку нужно обязательно просеивать. В данном случае это не дрожжевое тесто, тут не важно обогащать ее кислородом, но важно, чтобы не было никаких примесей. Так, все, просеяли, мука у нас чистая, примесей никаких нет. В муку нужно размять 250 грамм сливочного масла. У меня оно уже вот такое мягенькое. Можно масло заменить маргарином. Вот таким образом отправляю в муку масло. И теперь рукой нужно соединить муку с маслом. Вот таким образом. Вот я вам показываю. Вот так аккуратненько перемешиваем муку с маслом. Вот практически соединилось масло с мукой. Получилась вот такая вот крошка. Нужно добавить одно яйцо. И 3 столовых ложки сметаны. У меня здесь отмерено уже 3 столовых ложки. И еще один момент. Вообще в рецепте этого нет, но я всегда в любую сладкую выпечку добавляю немножко соли. Без соли, мне кажется, как-то пресновато. Это примерно, это мерная ложечка, это пол чайной ложки. Вот пол чайной ложки соли я добавлю. И теперь все это дело замешиваем. Ни сахара, ни соды в тесто мы не добавляем. Все, тесто готово. То есть на приготовление теста ушло меньше 10 минут. Теперь это тесто нужно отправить в холодильник на полчаса. Можно, конечно, и в морозильник. Тогда не на полчаса, а минут на 20. Но мне не особо нравится после морозильника раскатывать. Оно очень тугое получается. Я отправляю его в холодильник. Пока тесто охлаждается, приготовим начинку. Как я уже сказала, рогалики с абрикосом. Я вот таким образом замораживаю абрикосовое пюре. Здесь просто пюре из абрикоса и добавлено немножко сахара. Это емкость 250 грамм, это примерно стакан. Для начинки на самом деле можно использовать любое варенье, любые жидкие пюре, но предварительно нужно загустить. Сейчас мы с вами загустим и сделаем начинку, которая не будет вытекать из рогаликов, из абрикосового пюре. Для этого я в сотейник его переливаю. Вот посмотрите, какое оно жидкое. То есть с ним ничего не постряпаешь. Но я добавлю стакан пюре, 1 столовую ложку манки. И перемешаю. Пюре с манкой должно немножко постоять, чтобы манка набухла. И потом мы немножко проварим. Манки чувствоваться абсолютно не будет. Она вся растворится. А вкус пюре абрикосов останется. Вот пусть немножко постоит. Тем временем приготовим противни. Их нужно застелить пергаментной бумагой. Противни приготовили. Полчаса прошло. Тесто охладилось. Вот такое хорошее тесто. Я его режу на 4 части. 2 части оставляю, а 2 части отправляю в холодильник, чтобы не растаяли, пока буду работать с этими 2 частями. Так, 1 часть помещу в мешочек, чтобы не засыхала. С этой частью будем работать. Я думаю, пора уже включить духовку. Духовку нужно включить на 190-200 градусов. 10 минут она греется, и примерно полчаса будут выпекаться рогалики. Теперь из этой четвертинки теста нужно раскатать кружок. Аккуратненько, тесто мягкое. Раскатать как можно тоньше, потому что будем сворачивать рогалики. Я не присыпаю мукой. Тесто жирное, к скалке не прилипает.
Ну вот, примерно круг раскатала. Теперь нужно разрезать вот таким образом. Начинка загустела, смотрите, уже основательно. Но все равно еще теплая. Немножечко, ложечку начинки. Кладем у самого основания. И аккуратненько сворачиваем рогалик. Вот такой аккуратный рогалик получается. И выкладываем его на бумагу. Вот, друзья, такие красивые рогалики получились. Сейчас духовка мне просигнализирует, и я их отправлю выпекаться на 30 минут. Где-то минут через 25 посмотрю. Если не зарумянились, включу конвектор минут на 5, чтобы они подрумянились. Первый противень у нас уже готов. Посмотрите, какие замечательные рогалики получились. Подрумянились. Начинка запеклась, не вытекла ниоткуда. Из пюре абрикосового либо какого-либо другого можно приготовить не только начинку для рогаликов. Можно приготовить другие замечательные десерты. Например, суфле ягодное. Пройдите по ссылочке, и вы увидите, какой замечательный десертик можно приготовить. Я бы рогалики оставила в таком виде. Мне достаточно сладости. Но семья моя любит послаще. Поэтому я взяла сахарную пудру. Пудру можно купить, либо смолоть на кофемолке сахар. Я так и сделала. И теперь каждый рогалик я обмакну в сахарной пудре. Вот таким образом. Друзья, мой канал смотрят 82% неподписанных зрителей. Подпишитесь, пожалуйста. Канал молодой, для него очень важно количество подписчиков. Это будет стимулом для меня снимать для вас еще больше полезных, быстрых, вкусных рецептов. Друзья, я рекомендую вам приготовить этот рецепт. Быстро, вкусно, полезно, недорого. Всего 4 компонента в тесте. Варенье наверняка у каждого есть, либо замороженные какие-то фрукты. Попробуйте. Я желаю всем вам приятного чаепития. Пишите комментарии, ставьте лайки. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. Я желаю всем здоровья и счастья. До встречи на моем канале.